Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с самыми актуальными новостями Армении и Азербайджана. Вот интересная новость. Армения начинает выход из АДКБ. В Ереван прилетало 30 сотрудников ФБР. Уже, видите, Пашинян настроен решительно, хочет выйти из АДКБ. Видите, Владимир Путин на него смотрит как на врага уже. И вот статья как раз по этой теме. Армения начинает выход из АДКБ под присмотром американских и британских специалистов. Вот туда уже раньше прилетали, да, 30 сотрудников ФБР, 10 из них официального приглашения МВД, а остальные под видом бизнесменов и айтишников, работающие в сфере кибербезопасности, социального инжиниринга. Основная задача этих товарищей подготовить зачистку пророссийских групп в Армении, которых и так не особенно много. Кроме того, взять под особый контроль платежную систему Армении и банковские операции с картами, которые активно получают граждане Российской Федерации. Выход Армении из АДКБ предрешен. Именно поэтому Пашинян готовит почву для удержания власти и контроля над деньгами оппозиционных масс. Еревану обещаны большие преференции за выход из союзов с Россией. И сроки начала реализации этих планов весна 23 года. В общем, весной 23 года все это произойдет. Так, с расчетом, что украинский кризис достигнет своего апогея в феврале-марте 2023 года, после чего динамика и вектор событий начнут развиваться с неконтролируемой силой и скоростью. Так что вот такие новости. Что и требовалось доказать, так, пишет один комментарий человек. Основная цель армян и 30 лет назад была оторваться от СССР, а теперь от России. Но эти бараны решили отыграться, прихватив с собой Карабах, на что им не было указания делать. Вот и за что и поплатились. Карабах не присвоили и остались под Россией на последующие 30 лет. В общем, а теперь все. Армения спасает Южный Кавказ от России, пишут. Вот так, комментарии под этим роликом. Ну вот, уже если ФБР прибыло в Армению, значит точно готовят уже, как сказать, переворот, можно сказать. Я представляю, как Путин сейчас узнает, что если сейчас выйдет Армения за ДКБ, еще российские базы выгонят. В общем, все, что связано с Россией, оттуда выгонят. В общем, пендель дадут и все. Скажут, как сказать, прощай, немытая Россия. Вчера выпустил ролик. И вот армяне будут очень рады. Ну а что, Пашинян, ну хорошо, если уже Армения уйдет, то есть Россия уйдет с Армении, он, значит, хороший, он выгнал россиян, выгнал Путина, армяне будут довольны его политикой, будут поддерживать. У него такая тактика хитрая своя. Ну вот уехавшие из Латчина армяне требуют встречи с Пашиняном, а вот латчинские армяне недовольны Пашиняном. Уехавшие Латчинского района Азербайджана армяне проводят акцию протеста перед зданием правительства Армении, требуя встречи с Пашиняном. Вот. Армяне недовольны, что их обманули. Их выселили вот с Латчина, а теперь не предоставили хорошего жилья. Они устраивают, видите, забастовки. Причина протеста – жилищная проблема. В частности, по словам протестующих, выделенных государственных средств недостаточно для приобретения жилья. Учитывая рост цен на недвижимость, в Армении, видно, дорожает недвижимость. Так, кроме того, они жалуются на условия сделки по купле-продаже, поскольку снимают жилье и при покупке квартир требуют дополнительные расходы. Участники акции требуют у властей пересмотреть размер выделяемых им средств на приобретение квартир. Очень мало им денег, выплатили, как бы не хватает, чтобы хорошую квартиру купить. Одна из участниц акции сообщила, что в настоящее время снимает дом в одной из деревень. За аренду платит 70 тысяч драмов. Это около 180 долларов США в месяц. При этом даже этот дом, где нет санузла и ванной комнаты, оценивается 25 миллионов драм. Блин, в Армении какие цены нереальные, какими-то миллионами. Около 62 тысяч долларов. Так что, видите, Пашинян обманул этих латчинских армян и не выделил им нормальных денег
Ну, по идее, если дом стоит 62 тысячи долларов и должен где-то выделить, а то сумма был, чтобы они купили где-то, видно, мало выделил. Так, вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.